Пышные штрудели на кефире с бараниной. Обалденный рецепт. Чтобы тесто получилось такое пышное, вкусное и воздушное, мы делать его будем на кефире и на разрыхлителе. Добавляем 250 мл кефира в чашу. Теперь добавляем 2 яйца. И чайную ложечку соли. Все перемешиваем. Теперь добавляем разрыхлитель 15 грамм. И постепенно добавляем муку. Немножко добавили и перемешиваем. Начинаем замешивать тесто. Сколько мы пробовали вот на штруделе делать на дрожжевом тесте, оно не такое получается. На дрожжевом все равно не такие они пышные получаются. А нам нравятся такие воздушные, пышные штрудели. Вот именно на кефире и на разрыхлитель, если добавляешь. Или сода пищевая, у кого как. Ну, тесто немного подгустело. Теперь начинаем его месить руками. Ну, теперь тесто месим на столе. Оно уже почти готово. Теперь берем эту же чашку, где мы замешивали тесто, кладем туда тесто и пускай отдыхает. Для этих обалденных штруделей я беру мясо баранины и нарезаю его небольшими кусочками. Ну, вот такими вот кусочками небольшими. Теперь берем вот такой вот казанок. Добавляем немножко растительное масло. И добавляем баранину. И начинаем обжаривать. И обжариваем на таком хорошем огне, чтобы мясо запечаталось, чтобы корочка взялась, а внутри было сочное. Теперь сбавляем огонь немножко на медленный огонь. Берем крышку, накрываем и потушим где-то минут 20. Пока тушится мясо, нарезаю лук репчатый. Репчатый лук вот такими вот полукольцами. Теперь добавляем лук и обжариваем его до золотистого цвета. Перемешиваем. Мясо уже так хорошо подтушилось, мягче стало. Эх, какая вкуснятина. Теперь беру такие 2 небольшие морковки и нарезаю их. Сейчас покажу, как я их нарезаю. Вот такой вот соломкой. Как на плов. И добавляем морковочку тоже обжариваться. Перемешиваем. Ну, где-то минут 3-4 пожарим. И уже нормально. Ну и какие штрудли без капусты? Конечно же, беру капусту. В этот раз мы берем свежую капусту.
Мы часто делали на квашеной капусте, а в этот раз свежую капусту. Вот такой вот соломкой нарезаю капусту. Теперь я ставлю на медленный огонь. На двоечку. Добавляем соли. И приправу вот такую вот мы берем в русском магазине. Хмели сунели. Побольше ее. Также черный перец добавляем. Ну и теперь добавляем капусту свежую. На медленном огне, пускай она подтушится. Теперь мы займемся тестом. Достаем тесто. Вот такой вот большой кусочек получился. Пока Оля занимается тестом, я добавляю стакан воды. И пускай тушится где-то минут 15. Начинаем раскатывать тесто. Не сильно тонко, не сильно толсто. Я был один раз раскатал, но они получились сильно пышные. Но очень чересчур сильно пышные. Поэтому мы сейчас будем средне так раскатывать. Теперь берем картофель и нарезаем его вот такими вот кусочками. Теперь берем картофель и укладываем на капустку. Слегка подсаливаю картошку. И пока оставляю. На тесто наносим немножко растительного масла. И смазываем таким вот кисточкой. Кисточку Оля убрала и руками, говорит, быстрее. Раз-два и уже готово. И теперь Оля начинает скручивать штрудель. Вот такой вот штрудель получился. Теперь его нужно разрезать на кусочки. Ну, небольшие кусочки нарезаем. Теперь добавляем воду. Воду нужно добавить помаленьку, Ольга, не спеши. Короче, еще надо добавить воды. Вот добавляем еще немножко воды. Ну вот, до картошки все хватит. Чтобы не сильно много было. Чтобы на пару они, штрудели наши, подходили. И теперь наши штрудели наверх укладываем на картофель. Ну, теперь ставим на медленный огонь, накрываем крышкой и готовим 40 минут на медленном огне. Ну, будем пробовать. Мясо такое мягкое получилось. Обалденное. Смотрите, какое оно мягенькое. Вообще. Ну, штрудели. Ну, штрудели, как всегда, вкусные. Мясо просто обалденное получилось. Желаю всем приятного аппетита.